Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс. Что скоро произойдет? Какие повороты судьбы вас ожидают? И, возможно, это неожиданные события или какая-то информация. Одним словом, давайте рассмотрим. И, конечно, останемся реалистами. В нашем сегодняшнем прогнозе две колоды карт и как два расклада в одном. И первым мы выполним прогноз на картах цыганского старинного пасьянса. Они больше нам расскажут, именно событийный ряд покажут, даже продемонстрируют. А вторая колода, мы посмотрим на личную жизнь, вопросы личной жизни. И я благодарна за ваши комментарии, за то, что вы откликаетесь на мой опрос, проведенный в вкладке «Сообщество», где мне дали четко понять, что ну да, как-то вот периодически как минимум нужно личные вопросы или вопросы любви, вопросы пары, взаимоотношений раскрывать поподробнее. И поэтому на колоде Таро мы смотрим любовь и личная жизнь. У нас будет 3 позиции. Для тех, кто в паре, для тех, кто один или одна, и для тех, кто в сложных отношениях. Ну, начинаем мы с пасьянса. Давайте узнавать, что скоро произойдет. Что нам подскажут карты пасьянса, которые меня очень давно. Какие события вас ожидают? Может быть, и неожиданности, кто знает. Хотя для вас волшебное время наступает, мои дорогие. Ну, волшебное в первую очередь, чтобы с чем-то разобраться. Не идти больше в какую-то ту сторону, куда не надо, да? Или наоборот, там, где, ну, уже был какой-то прежний опыт, вот нужно как можно быстрее от этого всего освободиться. Чувство свободы, вот это для вас важно. Хоть оно и строится где-то между желанием быть свободным и еще есть амбиции. Может быть, и соединить что-то в один красивый узор. У вас выпадает змея. Конечно, змея это в год змеи как символ мудрости, но все же эта карта, как, точнее, значение, оно как предупреждает. Есть какой-то опыт уже у вас, опыт общения с людьми или в каких-то ситуациях, в которых вы уже явно были. По сути, ведь это обман или чья-то хитрость, или нам говорят одно, транслируют, да, а по факту свой план или многоходовочку имеют. Вот не увязнуть в какую-то такую, знаете, не просто минусовую ситуацию, которая в каких-то вибрирующих энергиях. Не то да, не то нет. А в конечном-то итоге все равно интересы, вот как вот этой змеи или какого-то конкретного человека. Я, кстати, не исключаю, что у кого-то это вопросы страсти, а у кого-то, может быть, и в личной жизни, может быть, в прежнем составе или в прежней какой-то вашей личной истории были, как и недопонимание, была, по сути дела, хитрость или обман. Я такое вполне допускаю. Но вот, видимо, теперь как-то отойти от вот этих прежних событий или ваших даже взглядов на жизнь. Может быть, это касается методов построения отношений, потому что все равно первое значение у нас получается змея. И посмотрите, чуть ниже, как будто между первым и вторым рядом идет ваш дом, символ домашнего очага. Может быть, это вы допускаете, что человек какой-то даже близкий, может быть, это родственник, или у кого-то это могут быть, знаете, банально вопросы раздела имущества. Вот я такое допускаю, ведь очаг – это, как и наши домочадцы, родственники, причем разные, да, и самые ближайшие, может быть, и далекие, но это еще наш дом, место нашего пребывания. Когда мы что-то для себя делаем хорошо, правда? И если правда, на самом деле есть такие еще нерешенные вопросы, когда дележ идет имущество. Ну, я такое тоже допускаю, мы же все разные. Но, значит, и тут будет дважды, трижды важно не замечтаться. Давайте посмотрим. Но, тем не менее, ведь это доброе значение. И поэтому тут, знаете, как своей безопасности, своего благополучия место будет важно отстроить или представить, что вот все вот эти змеи или все хитрые, хитроумные, их нужно оставить где-то так вот за кадром или за воротами, словно за дверями, да? И как с чистого листа отстраивать свое благополучие. Явно был какой-то опыт. Но вот теперь, наверное, основа всех ваших действий или то, что в июле уделить внимание вашему буквально дому, жилищу, вашему дому как вашей крепости, где вы чувствуете себя максимально как и в безопасности,
И это то место, куда мы приходим отдыхать, восстанавливать силы. Наш дом – это очень много, это емко. Дом нас принимает любыми. В каком бы мы настроении ни пришли. Что бы мы там не собирались дома, там, да, реструктурировать, улучшать, или даже если у нас не хватает времени, ну, где-то навести порядок. Все равно это наш дом. Он нас воспринимает. Он ждет, когда мы восстановим силы и восстановим порядок вокруг нас. Какая-то, я бы сказала, обитель ваша личная, мои дорогие скорпионы. И, кстати, сразу вижу и скажу, у вас добрые перемены. Наш пасьянс, хоть мы его и не разложили до конца, тем не менее выпадает значение часы. Так вот, часы – это добрые перемены в этом пасьянсе. И поэтому, может быть, и прежде хитрость, обман и так далее, да? А вот теперь как с чистого листа, вот теперь по-другому. Может быть, и вы теперь готовитесь к переезду, или пусть вы даже никуда не переезжаете, но имеете планы уже обустроить свое жилище, сделать более комфортным, сделать так, как вы этого хотите, как вам это удобно, как просит ваша душа. Или эти перемены могут еще означать сами по себе перемены, что в вашей жизни многое меняется. Для вас как пути дороги открываются, открытый путь. И для кого-то это может означать поездку или приезд человека к вам. Вот, кстати, с учетом змеи, может быть, это правда какой-то далекий человек, пусть он даже будет родственник, который собирается к вам, ну, как в гости. А может быть, это и деловая какая-то поездка. И я могу предположить, что вы этого человека хорошо знаете и, в принципе, не ждете от него чудес. Какое-то время он как будто где-то там на расстоянии. А теперь он будет собираться с вами встретиться, может быть, для того, чтобы некоторые ваши важные темы, общие ваши, проговорить. Ну, наверное, так или иначе, спокойное течение жизни, вот эта свеча, ничто не нарушит вашего ни внутреннего баланса, ни гармонии, ни ваших планов. Это тоже немаловажно. Идем дальше, но я вот не вижу совпадений, мои дорогие. Да, кстати, вот смотрите. А я бы вот, глядя уже на весь расклад наш, цыганский, пасьянс, видите, молния. Молния – это внезапное известие. И рядом у нас змея. Это вы можете услышать какую-то новость, или, я бы даже сказала, мои дорогие скорпионы, кто-то пытается вам как палки в колеса вставлять. Вот может быть такое. Причем человек это ничего уже сделать не может. Мы видим весь расклад наш, да? Спокойное течение жизни. И у вас как открытые пути дороги. Но как будто какая-то персона сама по себе, наблюдая за вами, а змея – наблюдатель в первую очередь. Она наблюдает, она анализирует, делает выводы. И вот кто-то, может быть, так пронаблюдал за вами и сказал: нет, что-то тебе, скорпион, хорошо живется. Дай-ка я тебе ложку дегтя в бочку с медом. Я прошу извинения за то, что я так говорю. Я сейчас объясню, почему я так сказала. Змея и молния, молниеносное известие, извещение, может быть, звонок, СМС. Кто-то в мессенджере напишет, да? Но я так вижу, что для вас это какого-то принципиального значения вообще не имеет. Это больше желание человека словно выбить вас из колеи. Потому что это значение, оно где-то вот остается в одной плоскости. Оно очень взаимосвязано именно вот с этим значением. И змея, и вот эта молния. Тут ничто вашу уверенность не может поколебать. У вас действительно добрые энергии, как... Ну, может быть, и привести мысли в порядок стоит, отдохнуть, может быть, устали от каких-то отношений или от какого-то дежавю, которое повторяется, или, может быть, приходилось много работать, много душевных сил потратили. И у нас все-таки июль, иногда и время, когда мы отдыхаем. Пусть мы даже никуда не поехали, хотя у кого-то может быть поездка и даже очень далеко. Но мы все разные. Но просто привести как и мысли в порядок, так и самого себя настроить на более позитивный лад или дать возможность себе
передышки, отдохнуть. Вот это тоже благое дело, но, тем не менее, кто-то пытаться может вам досаждать. Вот я вижу вот эти значения только так. И в то же время я не вижу, что вам это каким-то образом мешает. Вот эти добрые перемены – это как новая точка отсчета. Тут, если вы сами, словно не поднимете ту перчатку, как вам кто-то ее бросает, вот какую-то словесную, может быть, дуэль, он вас вызывает, а вы махните рукой и скажите: ай, уже неинтересно. Ну или как-то так, мои дорогие скорпионы, потому что это как две разные плоскости. Вы – добрые перемены, открытые ваши пути, спокойное течение жизни, и есть какая-то персона, которой спокойно не живется. Может быть, и не живется, потому что, глядя на вас, человек думает, что нет, что-то тут как-то больно все хорошо. А вы можете где-то об этом человеке и думать, потому что если мы можем сложить крайние ряды, я теперь смотрю, цепи – это тревога, это не есть что-то конкретное или то, что вам мешает, а вот досаждает туда. Это вы уже сомневаетесь, вы уже где-то, может быть, внутренне приготовились к тому, что какая-то персона может объявиться и вот как раз эту ложку дегтя и добавить. Но тогда успокойтесь сразу, потому что это на вас, ну, в принципе, не имеет никакого воздействия. Словно нет уже каких-то очень крепких связующих нитей вас и этого человека. Может быть, еще и остались какие-то, да, де-факто, например. Уже ничего нет, а де-юре еще какие-то темы не прописаны или документы не составлены. Ну, всему свое время. Самое главное – наш настрой. И если мы уже решили, что к чему-то мы не возвращаемся, значит, мы туда и не пойдем, вот только и всего. И пока я с вами говорила, смотрю на все остальное. Не вижу все же я больше совпадений, поэтому идем с вами дальше. Любовь и личная жизнь. И первая карта для тех, кто в паре. Хотя по предыдущим раскладам все настолько вибрируют эти энергии, что общая, наверное, какая-то энергия для знака зодиака, она оказывает влияние на все позиции жизненные в отношениях, именно в личной жизни. Итак, для тех, кто в паре, для тех, кто в сольном варианте, и для тех, кто в сложных отношениях. Давайте будем узнавать. Для тех, кто в паре. У кого-то пара, как семья на расстоянии. Шикарная карта. Это нет ничего невозможного. Карта звезда и одновременно всего в колоде две карты выбора правильного направления. И если Солнце, я часто говорю, это месяцев 6-8 дистанция, то по карте звезда лет на 10-20. Вы с чем-то определяетесь, правда, тут будет пройдена какая-то точка невозврата вами. Причем это сделано будет легко. Вот вы зря тревожитесь по какому-то вопросу. Может быть, и есть какая-то затянувшаяся история, которая не просто набила оскомину, а вам уже кажется, что так будет всегда. Есть какой-то человек, может быть, который словно... но цепляется за вас, вы люди сильные, и пытается вот, чтобы вы продолжали какое-то участие в его жизни, а вам уже не хочется. Вам ничего не стоит поставить в чем-то точку. Причем без всяких доказательств. Просто вот так и сказать: я не хочу, это точка. И не поднимать вот опять же какую-то перчатку. Новый путь, говорит карта звезда. Именно в июле вы с чем-то определяетесь на долгий промежуток времени. Поэтому, мои дорогие скорпионы, будьте честны сами с собой. Здесь ведь только вы определяете свое качество жизни. И если вы что-то не хотите продолжать, ну так и не продолжайте. Знаете, хочется сказать, вы не должны какую-то меру ответственности вот чувствовать как тяжесть, понимаете? Вам нужно идти туда, куда зовет душа, куда зовет ваше сердце, а не нагружать себя какими-то ненужными обязанностями или включениями, может быть, даже в какие-то вопросы, ведь это все-таки змея хитрость. У кого-то может проиграться, что вас пытаются в какой-то вопрос втянуть, в какое-то дело. Не мытьем, так катаньем. Вот есть такая поговорка. Значит, могут все средства пробовать. Кто-то может льстить, например, да, хитрить, мы будем говорить, надевая маски, а кто-то может, наоборот, что-то нелицеприятное, ну, как словно
мокрое полотенце такое бросать и говорить, а вот ты там в чем-то был неправ, или была ты тут не права, такая сякая или такой сякой, ну что-то такое вот может быть. И мы ведь, правда, когда мы что-то подобное слышим, на определенный период мы испытываем замешательство. Так устроен человек. И вот в этом таком пункте важно будет не соскользнуть, где-то не поддаться настроению другого человека. Потому что змея– это какие-то манипуляции, не более. Тут не про искренность, ни разу. Это вам самим нужно быть очень осмотрительным. Значит, есть один, как минимум, элемент, с которым нужно быть очень аккуратным. И перед вами, если мы говорим для пары, прекрасная карта, которая открывает новые перспективы. Может быть, это вы с семьей собираетесь куда-то переезжать, а сейчас улаживаете вопросы по документам. Может быть, и по части продажи, купли недвижимости. Или вы уже строите планы на будущее с другим человеком. Тут у каждого может быть по-своему. Но, тем не менее, даже если вы один или одна, значит, ваши собственные планы, которые имеют далекую траекторию, и они должны сбываться. Ваши мечты должны бы сбываться. И пусть это не одномоментно, а где-то на более продолжительный период. Но самое главное для себя организовать какой-то настрой или поставить перед собой цель. Особенно для вас, мои дорогие скорпионы, есть цель, значит, все остальные какие-то тонкости, методы, при должном внимании и коррекции вы все это сумеете преодолеть. Не получится в одном каком-то направлении, окей, пойдем в другом, как-то переиграем, видоизменим, почему нет. Самое главное, чтобы то, что принципиально важно, что просит ваша душа, повторяюсь, вот это должно быть достигнуто. Хотя для кого-то в паре может проиграться просто поездка куда-то вместе, вдвоем, приятное времяпрепровождение, безусловно. Иногда эта карта говорит об интуиции и обещает нам приятный период, правда, июля. Для тех, кто один или одна. Рыцарь кубков. Могут быть и новые знакомства, могут быть как ваш адрес, комплименты, знаки внимания. Вы можете быть притягательны для кого-то, для противоположного пола. Может кто-то нарочно где-то вокруг вас крутится, и неважно, мужчины меня смотрят или девочки. Вот действительно, есть со стороны другого лица к вам определенные знаки внимания или, может быть, конкретные уже даже слова, а не познакомиться ли нам поближе. Но по рыцарю кубков прекрасно проигрывается хорошее настроение, вдохновение. Но карта нам говорит, не замечтайся, пока еще рано. По части новых знакомств делать выводы. Это было бы преждевременно. Карта не обещает нам какую-то далекую историю или продолжительность отношений долгую. Она наоборот говорит, успевай вдохновиться моментом. Представьте себе, что не все люди приходят в нашу жизнь надолго. Или суждено им там остаться в нашей жизни надолго. Некоторые приходят на определенный момент. Для чего-то они нужны нам, ну и мы им тоже для чего-то. Вот мы как друг друга обогащаем или дополняем. Может быть, где-то и вдохновляем на какие-то новые свершения или сами где-то даже нашу самооценку повышаем. И это я тоже допускаю. Но позвольте радости войти в вашу жизнь, мои дорогие, для тех, кто один или одна. Нам вообще-то вот об этом карта. Пока вот не беги, впереди паровоза Скорпион. Но то, что знакомства могут быть, это точно по этой карте. Будет зависеть от вас, насколько вы не подзастрянете вот с учетом вот этого аркана, когда цепи. Мы же можем погрузиться в какие-то свои измышления, воспоминания, ну так и подзастрять. А тут уже перемены, что-то новое совершенно пытается войти в вашу жизнь. Так вот позвольте новым энергиям, новым людям войти в вашу жизнь, разнообразьте свое общение. Может быть, вы вообще будете вынуждены менять круг тех людей, которых вы допускаете в свой дом, или с кем вы более чаще общаетесь, кто ваши друзья. Тут многие вопросы могут меняться, исходя из прежнего опыта, так и из ваших перспектив на будущее. У кого-то и так. Ладно, для тех, кто в сложных отношениях, но усталость, подустал Скорпион от какой-то ерунды сложной. Десятка жезлов – это когда мы
долгое время выполняли ту работу или какие-то задачи, которые призван был делать другой человек. Здесь могла быть как игра в одни ворота. Мы подустали. Нам поднадоело это уже, потому что по десятке жезлов мы уже себя чувствуем словно как заложники этой ситуации. Да, с одной стороны, карта говорит. Вот, может быть, кстати, вот эти цепи тоже для тех, кто в сложных отношениях, могут символизировать такую ситуацию, что это вы сейчас себя чувствуете как на выборе. Стоит мне вот эти сложности продолжать? Или у вас стоит вопрос о том, что вы себя чувствуете обязанным по каким-то причинам этому человеку? Но человек проходит свой путь. Ведь часто по десятке жезлов мы, знаете, как будто чужую карму принимаем на себя. Почему? И пусть, кстати, иногда даже это проигрывается с нашими близкими, мы из добрых побуждений или просто у вас больше опыта, пусть даже у вас больше силы, мудрости, мы где-то думаем, ай, лучше сделаю сам, чем смотреть, как мучается другой. Вот такое может быть. А вы не задумывались ни разу, наверное, о том, что это, наверное, небеса, небесное расписание, канцелярия посылает определенный путь, чтобы человек прошел вот этот вот сложный путь проб и ошибок, сделал выводы и чему-то научился. А мы как сбиваем карму и не даем ему это делать, даже если мы в каких-то благих намерениях. И, кстати, не всегда благие намерения у нас заканчиваются благополучным исходом. И поэтому будьте внимательны, по десятке жезлов есть ваша усталость. И нам ведь говорят, отдыхай, мы с вами об этом уже говорили. Давайте немножко раскроем. Я могу сказать, что есть тут в сложных отношениях то, что Скорпиону уже надоело. И да и десятка жезлов, она говорит о том, что все, ты уже не просто сделал, Скорпион, все, что мог, но ты уже даже успел сделать и еще больше. Когда будешь завершать? С чем это связано? Но явно куда-то не пойдет Скорпион. Почему так говорю? Туз жезлов, обратите внимание, туз жезлов – это вот как столб огня, который делит нашу жизнь на период до и после. Конечно, мы бы могли помириться, если, допустим, мы поссорились. Но тут ведь не игра в одни ворота, опять же. Предыдущая десятка жезлов. Она не говорит, что ты и должен также вот включился или впрягся в какую-то повозку, тянешь там вот весь этот груз. И ты можешь быть человеку просто интересен или выгоден. И вот тебя и используют. Вы меня извините, мои дорогие, может быть, не очень литературно, а вот по-другому ты ведь и не скажешь. Поэтому, наверное, суметь различать чей-то интерес от искренности. Интерес сегодня есть, а завтра поменялся. А искренность, она будет присутствовать даже в те случаи, когда мы остаемся один на один с какой-то патовой ситуацией. И если человек нас искренне любит, он будет за нас сопереживать. Он не просто какими-то речами, он будет пытаться помочь нам преодолеть какой-то сложный жизненный этап, без осуждений, без порицаний, без вынесения вердиктов или не промывая нам мозг. Ну вот хочется так тоже сказать. Но правда, было 10 жезлов. И ведь очень часто, если вы смотрите мои расклады, есть у меня колоды, где, к примеру, колода ангелов. Там буквально нам показано тоже десятка жезлов. Уже девушка упала на стол, и куча посуды, эта часть перемыта, часть не успела, но уже сил-то вот нет. И один маленький предмет на столе – это что-то очень важное, которое касается лично вас. И вот она уже этого не видит из-за своей усталости, из-за того, что она поставила как будто перед собой цель. Я сначала решу вот эти все вопросы, вот эту многозадачность, а потом я буду думать о чем-то своем. Вот и вы могли впрячься и решать какие-то не свои вопросы. И вот теперь вот эта единица, всегда туз жезлов, это именно начало какое-то, это возможность, это ваш шанс, это удача, мои дорогие, и добрые перемены в периоде после.
что это еще может быть? Больше не достаю карт. Вам, правда, нужно с чем-то определяться. Вот я бы сказала, тут не кто-то определяется. Тут вы должны определиться, мои дорогие скорпионы. И тогда праздник после победы и счастье, изобилие, процветание. Оно войдет навсегда в вашу жизнь. И вот эти часы, которые вам выпали в пасьянсе, это тоже не случайно. Вы на пороге перемен. Но этот выбор делаете только вы сами. И тогда на 10-20 лет, как добрая траектория, перед вами раскрывает свой путь. Время возможностей. Время не тратить силы на чужую карму. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. Надеюсь, наш прогноз был вам чем-то полезен. И я хочу вас поблагодарить за ваши комментарии искренне, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.